Desolation. Оружейный пак на Stalker Anomaly. На сегодняшний день это один из самых необычных и функциональных оружейных паков среди всех модов на Stalker. Кастомизация и модернизация оружия сможет удивить любого фаната Сталкера, который видел все на свете и прошел вдоль и поперек ганслингеры и бумстики. Что же такое Desolation? Чем он хорош? Что нового он дает игроку? Разберем все по порядку. Всем привет, это Крамер, и у нас Desolation, новый оружейный пак, Stalker Anomaly. Desolation — это не сборка, это именно оружейный пак. Все изменения в моде касаются только оружия, то есть вся экономика, связанная с ним, система ремонта, обслуживания, модификации. Спавн оружия у NPC. Взаимодействие с оружием и так далее. Не стоит здесь искать каких-то новых фич, не связанных с вышеуказанными моментами. Это все тот же оригинальный Anomaly. Переходим к обзору основных моментов мода. Главной фишкой Desolation является то, что все пушки можно разобрать на различные детали, и также собрать их из этих же самых или других подходящих деталей. Техникам больше не нужно носить инструменты для того, чтобы они улучшали ваше оружие. Они больше не могут его грейдить. Теперь вы сами будете это делать. Заменяя те или иные детали, игрок сможет изменять параметры оружия и, соответственно, его внешний вид. Для установки той или иной детали переносим ее на оружие. Если она подходит, то можно увидеть, к чему конкретно она будет крепиться. Можно выбрать различные стороны, например, на цевье, справа или слева. Для планок Пикатини можно вообще выбирать множество позиций, тех или иных модулей. Это очень удобно, круто и ограничивает создание оружия лишь подходящими деталями и фантазией игрока. Некоторые детали подходят от одних пушек к другим, некоторые из них универсальные, такие как рукоятки, лазеры, фонари, тактические блоки, прицелы, коллиматоры, переходники, трубки и другие. И возникает вполне логичный вопрос, где же брать все эти детали? Anomaly — это все же фриплейный мод. Так что фармить для покупки новой пушки или бронекостюма вот эту табличку все же придется. Как и раньше, чем выше отношение с той или иной группировкой, тем больше предметов на продажу будет у торговцев. Плюс их ремонтники будут продавать вам новые детали. Как раз их и нужно использовать для улучшения оружия. У каждой группировки свои детали. Соответственно, натовское оружие у Свободы и наемников в приоритете, отечественное у других группировок. Мод еще находится в разработке. При наведении на оружие в слоте все модули, прицелы и детали не подсвечиваются. И это очень неудобно, так как нужно вручную наводиться на каждую деталь. Если, например, вы купили деталь, то в инвентаре на ней будет надпись, и примерно станет понятно, на какое оружие ее можно установить. Это, наверное, главный минус мода, так как когда у вас будет много деталей в тайнике, например, как у меня, то собрать то или иное оружие в первый раз займет очень много времени, как раз из-за долгого просмотра всех деталей и нахождения нужной.
Подбор деталей с трофейных пушек у поверженных NPC разберем далее. Разберем сборку и разборку оружия на примере дробовика Вепрь. Без модернизации он выглядит вот так. Все детали для своей сборки я уже заранее подготовил, из всего вот этого множества. Начинаем сборку. При установке каждой детали модель оружия в руках также будет изменяться. Вроде вышло неплохо. Вот как изменились параметры оружия после сборки с другими деталями. Приятно, что теперь самому можно изменять параметры оружия. Внешний вид, настраивать все под себя, по своим предпочтениям. Это в моде понравилось больше всего и является главной его фишкой и преимуществом по сравнению с другими оружейными паками. Но не обошлось и без минусов. Все это делать очень долго. Долго выискивать детали. Долго собирать оружие. Ну, по крайней мере, в первый раз. В ходе эксплуатации оружия его нужно будет обслуживать. Появились такие параметры у пушек, как загрязнение и смазка. В моде есть средства и для того, и для того. Нажимаем правой клавишей мыши по оружию. Выбираем пункт обслуживания. Далее то, что нужно сделать. Очистить или смазать оружие. Довольно интересная механика. Так что эти два параметра в ходе игры нужно будет постоянно отслеживать. Оружие со временем будет изнашиваться механически, как и во всех модах и оригинальных частях. Его нужно будет ремонтировать. Проще всего это сделать у техника. Однако, все не так просто. Детали будут изнашиваться, и со временем полностью восстановить их будет нельзя. Здесь уже потребуется их замена. Весьма интересная механика. Любители хардкорного геймплея оценят. Детали с трофейных пушек поверженных NPC также можно собирать, могут попасться новые. Тут кому как удобней, но проще детали все же купить. Стоит отметить изменения внешнего вида оружия. Пушки, которые мы будем подбирать с NPC, будут выглядеть так, будто они не первый год пролежали в заброшенном подвале, после того, как их переживал псевдогигант, и выплюнул в химаномалию. Многие очень сильно не любят, когда пушки выглядят новыми, как с завода, как с конвейера. Вот и хорошо, здесь в полной мере можно будет насладиться ржавыми железяками. Очень важным моментом в Desolation является настройка управления. Имеются настройки управления и геймплея.
В-первых, нужно назначить соответствующие клавиши. Ванильный прицел, модульный прицел. Это переключение между стандартной мушкой и модульным прицелом. Здесь уже зависит от того, кто какую оптику установит, или коллиматор. Переключение между модульными прицелами. Если на оружии установлена гибридная оптика или есть боковой коллиматор, то с помощью заданной клавиши можно будет переключаться между ними. Следующие две кнопки разберем отдельно, в разделе «Оптика». Цикличное включение. Данная кнопка отвечает за включение лазеров, фонарей и тактических блоков, установленных на оружии. Если на оружии много чего установлено, то при каждом нажатии будет включаться очередной аксессуар. В какой-то момент будет включено все, что есть на оружии, и при еще одном нажатии клавиши все отключится. Отдельно включать какой-либо модуль по нажатию определенной клавиши нельзя, например, как это было в Ганслингере. Скорее всего из-за того, что здесь можно устанавливать несколько лазеров, несколько фонарей и так далее. Кнопка изменения кратности. Здесь должно быть все понятно. Прицелился в оптику, нажал клавишу, кратность меняется. Можно также задать клавишу ночного прицела. Вроде бы это и не нужно, так как есть налобный фонарь с ФНВ. Но все же приятно, что авторы сделали такую фичу. Обычно, если поставил ночную оптику, то она так и будет ночной. А здесь это можно переключать. Другие клавиши я не задавал. Переходим в настройки геймплея, раздел Desolation. Включаем магазинное питание, потому что их тоже много, и с ними интересно играть. Без магазинов мод не тестировал. Далее можно включить тело персонажа, но выглядит это вот так. Так что лучше играть без него. Можно прикрепить камеру к голове персонажа, но здесь появляется инерция. Если ты дикий хардкорщик и любишь боль в глазах, то можно и оставить. Но играть с этим очень неудобно. Изменения параметров инерции здесь не помогут. А вот коллизия вещь крутая. Она уже есть во многих сборках, и ты ее принимаешь как данное. Как и инерцию оружия. Я выбрал первый тип, просто потому что он лучше. И уже настроен. Второй вариант тоже можно настроить под себя, но изначально это выглядит вот так. Это были все настройки Desolation, которые я под себя изменил. То, что не было указано, то не изменял и не тестировал. Переходим к настройкам прицелов. Кнопка подстройки прицела. Позволяет смещать прицел в нужном направлении. Выше, ниже, влево или вправо. Иногда в моде после установки оптики на пушку прицел немного сбит, но не критично. Здесь и пригодится данная фича. Зажимаем установленную клавишу и двигаем мышкой в нужном направлении. Кнопка отдаления прицела от глаз позволяет приблизить или отдалить оптику, или же коллиматор. Очень крутая и нужная фича, потому что играя порой в какой-нибудь мод или сборку, разработчик задает такое расстояние между глазом и оптикой на некоторые пушки, что использовать ее просто неудобно, особенно на 3D оптике. Данная фича решает это неудобство. Все положения прицелов, заданные игроком, сохраняются, и каждый раз их настраивать не нужно. В моде изначально идет 3D оптика, а точнее Picture in Picture, картинка в картинке, но при этом видно 3D модель оружия и самой оптики, а также других деталей, если они попадают в поле зрения, то есть все проработано очень детально. Сама картинка оптики создается с эффектом линзы, за это тоже плюс моду. Теперь давайте протестируем значение FPS при использовании оптики и последующем переключении на коллиматор.
Приятно порадовал в моде хват оружия. В зависимости от того, что будет установлено на пушке, также будет меняться и хват. Например, персонаж может держаться за магазин, тактическую рукоять, боковую тактическую рукоятку или за цевьё. Если на оружии нет цевья, персонаж держится за магазин или за другую руку. Все варианты на всех пушках не проверял, так как их пушек очень много, а вариаций сборок с ними еще больше. Но все же порадовало такое отношение к деталям. Подобно другим сборкам, в Desolation есть магазинное питание. Хотя правильнее сказать, что автор Desolation этого мода сделал магазинное питание для Anomaly. Мы уже могли видеть его работу в сборке Redux. Понимаете, к чему я клоню? Вот откуда растут ноги. Отсюда. Но здесь автор пошел дальше и сделал 3D-модели всех магазинов. И подобно замене деталей на пушках, при установке разных магазинов можно будет видеть разные модели при перезарядке. Это очень круто. Спасибо. Дополнительно реализована фича патрон в патроннике. Теперь у торговца буквально нужно проверять ассортимент. Когда в продаже появляется новая пушка или сборка на какую-либо пушку, ее, образно говоря, надо внимательно рассмотреть. Просто наводимся на оружие мышкой. Сперва я подумал, а зачем это надо? Но когда увидел наличие сборки с небольшими изменениями, то примерно понял. Это некая подсказка, или будем называть помощь в создании сборок на оружие. Почему бы и нет? Если сравнивать с тем же Тарковым, сборки здесь собирать намного тяжелее, так как надо все детали выбирать вручную, и вручную все собирать. В Таркове же мы выбираем из предлагаемых изученных ранее деталей. Хардкор. Как было сказано при установке различных деталей, модель оружия будет изменяться, даже при выбрасывании. Зачем это нужно? Я нашел этому применение лишь при подборке пушек с поверженных NPC. Вижу, что оружие имеет нестандартную деталь, подбираю, осматриваю. Далее ее можно разобрать на детали или оставить, чтобы в будущем брать пример при создании сборки. Хотя бы некоторых соединений. Вариантов много. Помимо модели при сборке, изменяется иконка оружия. Тоже очень важный момент, так как по ней ориентируешься, что примерно стоит на оружии. Одним из самых приятных моментов Desolation является создание уникальных сборок оружия со множеством различных вариаций и внешним видом, и порой из этого могут выйти совсем безумные вещи. И это, наверное, в большей степени подкупает поиграть в данный мод. Я решил сделать что-то совсем неадекватное с оружием, и вот что из этого вышло. Помимо этого, я в течение 2 недель прокачивал репутацию группировок. Теперь доступно большинство товаров. Сделал 11 довольно интересных сборок пушек на свой вкус. С вот этой аннигиляторной пушкой их будет 12. Если вдруг кому-то нужны сохранения, они доступны всем подписчикам на Бусти. И также новым. Все добровольно. Рекламы на канале и монетизации на Ютубе нет. Спасибо всем за поддержку. Разберем другие дополнения. Мод еще в разработке, так что пушки-спавнеры с красным значком не доделаны. На верстаке по понятным причинам улучшать оружие больше нельзя. Каких-то фич из других сборок искать не нужно, их здесь нет. Самому починить убитую в хлам деталь или у техника невозможно, как это было в других сборках, но про это уже говорили.
Если деталь на пушке изношена, то внешне она будет иметь другую текстуру, то есть внешний вид оружия будет меняться при эксплуатации. На текущий момент среди вышедших модов я такой вижу впервые. Тоже очень крутая фича. Если у вас включено сглаживание, то оптика будет выглядеть вот так. Сглаживание здесь нужно будет отключить. Далее перезайти в игру. На этом вроде бы все. Какие выводы можно сделать касательно мода Desolation? Первое – это крутая кастомизация оружия. Собирать пушку по своему вкусу очень приятно, и из этого могут выйти интересные вещи. Или не очень. Но, как говорил ранее, здесь возникает и минус. Собирать все это очень долго. На те 12 пушек у меня ушло 2 дня. Второе. Если вы играли во все сборки на Anomaly, то играть в мод стоит разве чтобы посмотреть на пушки и пособирать их. Третье. Мод еще сырой и не лишен багов. Многие из них связаны с включенными лазерами на пушках. Например, лазер светит из рюкзака. Лазер светит от пушки в другом слоте. Лазер неправильно светит при беге. Временами, чтобы отсоединить деталь с пушки, нужно открыть и закрыть инвентарь, чтобы все корректно работало. Бывает, что не отображаются иконки собранного оружия. Нужно брать пушку в руки, и тогда иконка появляется. Но при этом мод довольно стабильный, вылетов не было. Установка мода Desolation. Для начала нужно скачать Anomaly, версию 1.5.1. Далее будет два варианта. Скачать Desolation актуальной версии на момент записи видео и просто содержимое папки перекинуть в папку Anomaly 1.5.1. Установка завершена. Второй вариант – на случай выхода новой версии, обновлений, патчей и так далее. Перейти по ссылке в Discord разработчика. И далее, следуя инструкции, произвести установку мода. Здесь же со временем смотреть обновления. При возникновении багов есть соответствующий раздел. После установки нужно отключить сглаживание настройка графики, чтобы оптика работала правильно. Сразу можно настроить по себе настройки управления и геймплея. Далее нужно перезайти в игру. И можно начинать играть. Ну что, друг, пора завершать эту ходку. Это был обзор на Desolation, оружейный пак для Stalker Anomaly. Надеюсь, видео было полезным. Огромное спасибо за ваши просмотры, лайки и комментарии. А мне пора. Впереди еще много дел. До новых встреч. Это был Крамер. Конец сообщения.